Всем привет! Сейчас на дворе конец марта, и мы приехали в Люблянское барье. Люблянское барье – это природный заповедник. Здесь растет очень много редких ценных растений, но мы надеемся встретить редкий цветок, который называется мачевирский тюльпан. В России я его никогда не встречала и узнала о нем только здесь, в Словении. Однажды мне посчастливилось его увидеть. Надеюсь, что сегодня мы снова его встретим, и я смогу показать его и вам. Путь наш начнется здесь. Что здесь интересного мы можем встретить? Зеленая рега, желтый какой-то цветочек. Рега вообще по-словенски это лягушка. Округлолистная розилька. И мы можем цаплю встретить. Ну, было бы, конечно, здорово. Гуляем по Люблянскому барью. Здесь такая дорожка, по которой обычно бегают люди, занимаясь спортом. Или можно кататься на велосипеде. Смотрите, вот такой вот старый фермерский дом. А еще интересно, встречаем здесь стенд, на котором написано, что вот именно здесь, вот в этой маленькой речушке, в 1981 году один ребенок, играя, нашел целый сундук кельтских серебряников. И он подумал, что это просто камушки. И с приятелями их начал кидать в реку. И он их разбросал по всей деревне, пока поняли, что это драгоценности. И потом искали их и собирали. Вот. И сейчас эти, кстати, серебряники находятся в Народном музее Словении. Посмотрите, как невероятно красиво и уютно. Так и хочется присесть на эту скамеечку, выпить чаю с необыкновенным видом на реку Любляница. Посмотрите, на берегу реки такие ивы. О, посмотрите, а там лебедь. Вокруг поля. И раз, такие домики. По-моему, это рай для интроверта. На самом деле Любляна очень близко. Буквально 30 минут на машине, и вы уже в центре Любляны. И вот так вот уютно люди здесь живут. Выращивают свой огородик. Уже что-то посадили. Но еще есть заморозки в это время. И они свою посадку накрыли тоненькой-тоненькой тканью. Посмотрите, какой уютный домик. Смотришь, как будто бы картина. Очень красиво. Река, пристань. Давайте подойдем поближе. Убедимся, что это не картина, а все по-настоящему. Летом здесь вот из тарзанки прыгают в воду. И хочу обратить ваше внимание, насколько здесь все обустроено. То есть дорога чистая, аккуратная, на ней можно кататься на велосипеде, можно бегать. И по всему маршруту встречаются информационные табло. То есть вам сообщают, что здесь находили, какие растения здесь растут, какие животные здесь водятся. Вот здесь вот показывают, что раньше здесь, ну вообще не здесь, а вообще в Любляне повсюду раньше жили римляне. И до сих пор находят тому подтверждение. Вот здесь находили какие-то, вот видите, камни. Ну вот так вот, если встать и почитать подробно, все будет понятно и ясно. Любляна раньше называлась Эмоной, и здесь жили римляне. И обнаружили камень невероятно старый, который относят к времени Цезаря Августа. По дороге встретили вот такой вот наблюдательный пункт. Здесь, скорее всего, мне так кажется, наблюдают за животными, за природой. Потому что больше я не могу представить, какое может быть назначение у этой вышки. Цаплю, к сожалению, не встретили, но зато встретили альпийских коров. Пасутся на альпийских лугах на фоне Альп.
Что-то они мне худыми какими-то кажутся. Встречаем еще и нарциссы. Сейчас в марте настало время нарциссов. Посмотрите, как красиво. Встретили стенд, на котором как раз наш тюльпан. Он растет на барьянских травниках. И вот здесь можно посмотреть, как выглядят на картинке травники, как выглядит на картинке тюльпан, как выглядят травники вживую. И вот как вживую выглядит мачверский тюльпан. Еще его называют рябчиком или шахматным цветком. А еще у него есть название прокаженная лилия. Вот так они растут. Вот такие вот красивые цветы. Очень нежные, хрупкие. И вот так они растут по всему барью, по всему такому болотистому лугу. Они очень любят влагу. Растения, кстати, многолетние. Друзья, на фоне этих прекрасных цветов я хочу с вами попрощаться. Напоминаю, чтобы вы не забывали ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Пока-пока, до новых встреч!